Привет! В прошлом видео мы с вами делали куклу, а сегодня мы с вами будем продолжать и ее заканчивать. Напоминаю, делали мы с вами вот такую малышку. Сделать ее можно в любой цветовой гамме, я же делала новогоднюю девочку. Сделать такую куклу можно за один день, подарить ее своему ребенку или своей племяннице. Не у всех есть девочки, у большинства мальчики. Что подарить мальчику, я не знаю. Но девочкам, как всегда, нравятся куклы. Но я думаю, что сделанные куклы своими руками – это идеальный подарок. Поэтому давайте с вами приступать. Все ссылки, как сделать саму основу, само тело куколки, будут в описании к видео. Так что пройдите сначала и посмотрите, а теперь продолжаем. У меня был отрезок фатина 18 сантиметров на метр. Можно, конечно, его разрезать на две части, каждую часть собирать в гармошку, потом пришивать, я же сделаю проще. Я же весь свой фатин собираю посередине в гармошку и потом буду его стягивать. Это намного быстрее и не уходит так много времени, как каждую детальку сделать по отдельности, а потом пришить. Кстати, чем пышнее вы хотите платье, тем больше вы добавляете фатина. Или наоборот. Также фатин можно заменить на совершенно любую тонкую ткань. Тогда ваше платье может быть оригинальным и сделано из любой ткани и любого цвета. Складываю свой отрезок вдвое, прикалываю булавками, где у меня будет находиться мое платьишко, и затем пришиваю. Пришиваю его сразу к туловищу куклы, а обычно интерьерные куклы никто не раздевает, не переодевает, они украшают комнату ребенка или же ваш интерьер, поэтому пришиваем платье сразу на само туловище. Таким же образом можно делать и юбки для кукол, поэтому смотрите, во что хотите вы одеть свою куклу. Пришили. Теперь нам нужно сверху добавить шубку. Буду использовать вот такой мех. Как-то покупала его в магазине для рукоделия. Отрезаем кусочек меха, приклеиваю сверху термоклеем. На этом этапе я буду использовать термоклей. Это очень удобный. Его никогда не видно и склеивает все хорошо. Снизу подклеили, теперь прикладываю сам шаблон руки и где-то на миллиметра 3 по бокам я начинаю сшивать сам рукав. Затем мы лишнее срежем, вывернем его и оденем на руку. Так одеваем две наши руки. Я решила еще немножечко укоротить свое платье, где-то на сантиметр. Ну, еще так как не совсем ровно сшила, можно его и подровнять, чтобы все у нас было ровненько. Приклеиваем, так сказать, и делаем нашу шубку. Тоже отрезала кусочек где-то шириной 6 сантиметров. Подклеиваю сверху и снизу, чтобы у нас нигде ничего не типалось и не висели никакие ниточки. Было все аккуратно. Сделали заготовку, теперь приклеиваю ее на саму куклу. Тоже использую в работе термоклей. Конечно, можно это все не клеить. Можно взять иголку с ниткой и сидеть шить. Я же делаю куклу таким образом, чтобы вы могли ее сделать за один день, быстренько, и все хорошо у вас получилось. Тем более знаю, что не все любят шить. Приклеиваем шубу.
тоже закрепляем клеем. Снизу, сверху делаем все это аккуратно, красиво. Смотрите, главное, чтобы клей у вас нигде не вылазил на само лицо вашей куклы. Таким образом, кукла будет очень аккуратненькая и красивенькая. Сверху потом тоже наношу клей и немножко руками стягиваю, чтобы у нас не была видна шея. Кстати, мех вы можете заменить на самые обычные носки. Сейчас такой выбор носков, что вы можете выбрать любую цветовую гамму в рисунок, без него, и куклы получаются обалденные. Я когда-то уже делала и использовала. Особенно хорошо использовать носки именно на шапочке куклам. Вот, я все склеила, все приклеила. Теперь самое важное, пришиваем руки. Пришиваем руки на одном уровне, не буду я использовать пуговицы, через мех у меня не будет видно даже соединения, поэтому пришиваем. Пришивайте хорошо, чтобы они у вас не отвалились. И наша кукла почти готова. Сделаю я ей еще брошку, уже можете выдумать все, что хотите. У меня была ленточка, тоже сердечками, как и фатин. Я отрезала 2 кусочка и буду пришивать их на пуговицу. Так как моя пуговица шире, чем сама ширина ленты, сначала 2 ленточки сшиваю между собой, чуть-чуть стягиваю и затем пришиваю к пуговицам. И уже все приклеиваю на шубку своей куклы. Вы можете пришивать, как я уже и говорила. Так, тело готово, одели мы ее, теперь делаем ей шапочку и волосы. Шапочку я буду делать из старого рукава, отрезаю низ, отмеряю так, чтобы шапочка была не очень сильно в обтяжку моей кукле, чтобы ее можно было со всех сторон сшить. Отрезаю лишнее и сшиваем. Сначала сшиваю сбоку шапочку, затем сверху собираю в гармошку и стягиваю. И шапочка готова. Ну а если вы будете использовать носки, особенно детские, вам и сшивать сбоку не придется. Стянули сверху, приклеили бомбончик и готово. Примеряем шапочку, теперь волосы. Если у вас есть волосы искусственные, вот такие, как у меня эти, кстати, на них я тоже оставлю ссылку, их я покупала именно для другой куклы, поэтому использовать я в своем видео сегодняшнем не буду. А в сегодняшней кукле я сделаю волосы из шерсти для валяния. А для того, чтобы сделать такие волосы, нам понадобится сама шерсть и иголка для валяния. Продаются они тоже в рукодельных магазинах, где продается шерсть, там же должна продаваться иголка. Отрываю нужный мне кусочек и небольшими такими частями я буду, не знаю, как валять, пришивать. Короче, буду закреплять волосы на голове своей куклы. Таким образом делаю волосы по всей голове своей куклы. За счет этой интересной иголки волосы наши держатся. Я постоянно убираю лишнее, по чуть-чуть добавляю, и в итоге получается красивая прическа. Также расчесываю я куклу тоже этой же иголкой. Мне кажется, это очень-очень удобно.
примеряю шапочку. Так как моя шапочка немножко светится, то я еще добавляю волосы сверху, чтобы все смотрелось более реалистичным. И затем начну пришивать шапочку. Пришиваю тоже сразу к голове, так как шапочка у меня сниматься не будет. И такой мой маленький лайфхак. Как-то я делала куклу и не хватало у меня объема головы. Честно, я лентяйка. Мне так не хочется искать и думать, как сделать идеально круглую голову кукле. Не искать никакие выкройки, ничего. Поэтому я беру ту же самую шерсть, добавляю столько, сколько мне нужно. Голова становится более круглая, пришиваю шапку и все. Также закрепляю булавками, чтобы знать, в каком месте именно пришить, чтобы у нас ничего не съехало в стороны. И старайтесь пришивать сразу к голове, не к самим волосам. Почти все готово, делаем для нашей шапочки бомбончик. Беру из того же самого меха кружочек, у меня приблизительно кружочек, в диаметре 7 сантиметров. Стягиваю по краю и заполняю синтепоном. Все зашиваем, получается такая красота. Теперь можете приклеить, как я, а можете пришить. Главное делать это аккуратно. Шапочка готова. Теперь добавляем декор на свою шапочку. У меня это будут вот такие маленькие крылышки. Где я их покупала, я тоже оставлю ссылку в описании. И остается нарисовать личико нашей кукле. Так как мы делаем куклу похожую на Тильду, мы делаем 2 глазика. Я рисую акриловым контуром черным. Когда-то его покупала, очень удобно делать именно сами глазки с тоненьким носиком. И обычными румянами, вашими румянами делаем румяна куколки. Обувать я свою куклу не буду, вы же можете ее обуть. И вот такая маленькая красавица у нас получается. Можно сделать совершенно любую куклу. Все на ваш вкус и цвет, как говорится. Ну а если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. До новых встреч, пока-пока!